Тот вечер начался для поклонников K-pop по всему миру, как обычно. Не было ни масштабного тизера, ни драматического обратного отсчета, ни загадочного постера, которые обычно порождают бесконечные предположения в социальных сетях. Простое уведомление, появившееся на экранах миллионов телефонов. Прямая трансляция от Ким Тэ-хёна. Через несколько секунд ленты новостей взорвались. ЭЯР-МУАЙ со всех уголков земного шара, из Южной Кореи, Японии, США, Бразилии и Европы собрались в одном цифровом пространстве, ожидая теплой улыбки, которая всегда дарит ощущение дома. Когда экран наконец загорелся и появилось его лицо, волосы, естественно, не спадали, а выражение лица было расслабленным, без яркого сценического макияжа, атмосфера изменилась. Не потому, что он выглядел менее завораживающе, совсем наоборот. От его глаз исходило спокойствие. Фоном служила не репетиционная комната, не ярко освещенный гостиничный номер и не закулисье концерта. Напольная лампа отбрасывала теплый свет на стены нейтральных тонов. Большой кремовый диван с простыми подушками выглядел мягким и уютным. Висел абстрактный рисунок, не выглядевший излишним. Уже в первые несколько секунд фанаты поняли, что это будет необычная трансляция. Затем он легким тоном, словно объявляя о самой простой вещи на свете, сказал: «Это мой новый дом». Эта фраза изменила все. Комментарии начали появляться так быстро, что их было почти невозможно прочитать. Шокированные реакции, поздравления, слезливые смайлики и слова гордости заполнили экран. Дело было не только в том, что он купил новый дом. Люди знали, что для участника такой глобальной группы, как BTS, финансовый успех уже не был неожиданностью. Что сделало этот момент таким особенным, так это то, как он решил его представить. Никакой пресс-конференции, никакого эксклюзивного освещения крупными СМИ. Никакой чрезмерно отполированной экскурсии по дому, только он, его камера и миллионы поклонников, которые поддерживали его годами. Он медленно повернул камеру. Просторная гостиная казалась живой, но не чрезмерной. Деревянный стол, аккуратно заставленный книгами по искусству, демонстрировал его художественную сторону, которую фанаты давно знали. Небольшая полка, заставленная виниловыми пластинками, показывала его любовь к классической музыке и джазу. В углу элегантно стоял проигрыватель, словно маленький уголок его личного мира. Здесь не было показной роскоши. Вместо этого, простота и теплота этого пространства говорили громче любой цены. Почему он решил представить свой новый дом напрямую своим поклонникам? Ответ постепенно раскрылся в его словах тем вечером, под тихий смех и легкие шутки, пока он читал комментарии. Он сделал паузу. Его лицо стало спокойнее, задумчивее. Он сказал, что хочет тихое место, место для размышлений, место для создания лучшей музыки. Заявление звучало просто, но для тех, кто следил за его путем с самых первых дней, оно имело глубокий смысл. Более 10 лет его жизнь была наполнена плотным графиком, международными поездками, неустанными репетициями и камерами, которые почти никогда не переставали снимать. Он покорял сцену за сценой. Огромные стадионы, международные награды, глобальные коллаборации – все это стало частью его рутины. И все же за блеском всегда скрывалась самая основная человеческая потребность. Пространство, где он мог бы быть самим собой. Этот новый дом – не просто роскошная недвижимость в элитном районе. Это символ нового этапа, знак того, что долгий путь от подростка с большими мечтами привел его к точке, где он может создать для себя безопасное пространство. Пространство, которое не требует совершенства, не заставляет его улыбаться перед камерами и не заставляет каждую секунду думать об ожиданиях публики. Он показал свой любимый уголок, удобное кресло у большого окна с видом на огни города. Рядом стоял небольшой столик с классической лампой, отбрасывающей мягкий свет. «Мне нравится сидеть здесь по ночам», – тихо сказал он, слушая музыку и глядя на эти огни. Образ мировой суперзвезды, сидящей в одиночестве и наслаждающейся джазом в тишине ночи, казался невероятно интимным. Ни ликующей толпы, ни грохочущего баса, только музыка и его собственные мысли. В тот момент многие поклонники поняли, что трансляция была не о демонстрации достижений, а о том, чтобы поделиться миром.
Он не говорил «посмотрите, что у меня есть», а скорее «наконец-то у меня есть место, где можно отдохнуть». Он также кратко показал кухню, выполненную в современном стиле с теплыми деревянными элементами. Он усмехнулся, признав, что некоторые части дома еще не полностью организованы. Эта честность еще больше сблизила его. Дом не был идеальным, и он не чувствовал необходимости притворяться, что он готов к обложке журнала. Его красота заключалась именно в этом несовершенстве. Он позволил поклонникам увидеть процесс, а не только конечный результат. Еще одна причина его решения, похоже, связана с благодарностью. Годами он рос вместе со своими поклонниками. От небольших сцен до концертов на крупнейших стадионах мира ARMY всегда были рядом. Этот дом косвенно также является результатом их поддержки. Включив камеру и сказав, что хочет поделиться этим с ними, он, кажется, признал, что его успех не был пройден в одиночку. Его сегодняшнее достижение – это результат упорного труда, таланта, дисциплины и неизменной любви поклонников. Представление его нового дома в прямом эфире воспринималось как личное приглашение, простой жест, говорящий «Вы – часть моей жизни». Новости о доме быстро распространились по корейским развлекательным порталам. Однако внимание было сосредоточено не на цене или дизайне интерьера, а на ауре зрелости, которую он излучал. Многие наблюдатели в индустрии увидели в этом шаге отражение нового этапа в его карьере, когда он больше не известен только как молодой айдол с яркой внешностью, а как артист, становящийся более зрелым и осознающий свои собственные потребности. Дом отражает его характер, эстетичный, но не излишне вычурный. Теплый, но элегантный, минималистичный, но богатый личными деталями. Книги по искусству, абстрактные картины, виниловые пластинки и мягкое освещение – все это соответствует образу, который он давно создал как человек, любящий фотографию, изобразительное искусство и музыку с классическими нюансами. Более того, дом символизирует стабильность в быстро меняющейся и напряженной индустрии развлечений. Иметь место, которое действительно принадлежит тебе, это эмоциональное достижение, не поддающееся оценке. Это якорь, место, куда можно вернуться после долгих гастролей, место, где можно пережить неудачи и отпраздновать успех без внимания общественности. Место, где он может спокойно сидеть, не чувствуя необходимости быть кем-то другим, кроме самого себя. Поклонники видят в нем не просто успешную знаменитость, купившую дом своей мечты, а человека, который наконец-то обрел возможность дышать полной грудью. Многие признались, что испытывали гордость, словно наблюдая за тем, как старый друг осуществляет свою мечту. Это было коллективное чувство, которое трудно описать, потому что они знают, каким долгим и сложным был его путь. От неопределенных дней стажировки, ночных репетиций, резкой критики на дебюте до давления, связанного с участием в группе, которая впоследствии добилась мирового успеха, каждый этап сформировал его личность. Этот новый дом, следующая глава, более тихая, более созерцательная, но по-прежнему наполненная творческими амбициями. В конце трансляции он снова сел в гостиной. Он еще немного посмотрел в камеру. Никакой фоновой музыки, никаких драматических эффектов, просто его мягкий голос произнес «Спасибо». Момент был простым, но глубоко искренним. И когда экран наконец погас, миллионы людей в разных странах, возможно, вернулись к своей повседневной жизни, но с более теплыми сердцами. В конце концов, новость о его новом доме – это не об архитектуре или местоположении. Это история о росте, о молодом человеке с большими мечтами, который теперь стоит в своем собственном доме с другим спокойствием, об определении успеха, которое больше не измеряется только продажами альбомов или наградами, а способностью создать для себя безопасное пространство. Он достиг так многого в относительно молодом возрасте. Однако, что делает этот момент таким запоминающимся, так это осознание того, что, несмотря на все его достижения, он по-прежнему ставит во главу угла внутренний покой и творчество. Этот дом – не конец пути, а фундамент для будущих работ. Если однажды родится новая песня, которая тронет миллионы сердец, возможно, ее семя было посажено в том кресле у окна. Если будет создана мелодия, которая заставит замолчать весь мир, возможно, она впервые прозвучала в той теплой гостиной.
И поклонники всегда будут помнить, что когда-то были приглашены стать свидетелями ее зарождения. Теперь, когда его дом мечты стал его самым уютным убежищем, он вступает в следующий этап как более зрелый артист и личность. Его успех виден не только в блеске мировых сцен, но и в том спокойствии, которое проявилось, когда он сказал: «Наконец-то у меня есть мирное место». И в этом суть этой истории. Мировая звезда, которая нашла смысл дома.